telling the story, tired of telling it your way. You had no one, so I know that I found the flaw. Буквы сами. Логотип двухцветный. Буквы двух цветов. Белые и красные. Это сделано с белого акрила. Видно, тут не видно. Сейчас постараюсь, чтобы было видно. Вот сейчас видно хорошо. После того, как буква склеена, она еще проливается клеем по ММА полностью по периметру. Ну, тут видно хорошо, вот клей по ММА пролит. Проливается по всему периметру. Вот теперь вот тут должно быть видно. Эта буква только склеена, еще не фрезерована. А буква будет еще фрезероваться. Вот мы тоже покажем. Спереди еще лицо еще закрыто защитной пленкой. И на нем наклеена технологическая пленка. Это все будет сниматься. Сама красная буква. Тоже тут хорошо видно, что она по периметру пролита клеем по ММА. Ну там не видно каким клеем, но видно, что она пролита. Буквы достаточно тонкие по написанию, достаточно низкие по высоте. Достаточно сложная технология подсветки и изготовления этих букв. Фрезеровке нужно выставить глубину. Таким образом, чтобы подшипник шел по боковине, а фреза шла четко по торцу лица. Потом после выставления глубины желательно подшипник смазать смазкой для того, чтобы он хорошо крутился и не заедал. Потому что если он заест, может испортить боковину, останутся такие следы на подшипнике. Для этого лучше дополнительно смазать смазкой. Сейчас хорошо видно, что подшипник идет по торцу, а фреза снимает лишний пластик с лица специально добитым. Can you see
Торец получается чуть-чуть матовый. Полировать мы не будем. Он так и остается. Собственно, стена, на которой надо эти буквы повесить. Сейчас она пока еще заставлена стеклом. С таким отливом медным идет. Видно, наверное. Стекло уберется, мы еще раз снимем. Задние стенки. А вот это образец поверхности, на которой буквы должны ставиться. Если тут видно, структурная получается, и внутри такая с отливом, с медным отливом такая поверхность. Вот, у нас будет видно торец буквы, поэтому пришлось краску подбирать. Не колеровали, просто подбирали краску. Краска автомобильная, автомобильный лак. Не знаю, фирма как называется, Мобил какой-то. Ну, не важно. Факт в том, что получается, что все торцы мы красили краску. Теперь Саша пытается руки отмыть, да? Хорошая краска? Воняет сильно, да? Это вот задние стенки, болты, которые тут стоят. Это уже крепеж под задний, под плату, на которой установлены диоды. То есть это кусок композита, все буквы. Кусок композита, на которых стоят диоды. Сейчас я покажу. Видно. Вот сейчас хорошо видно, как отливает. Вот буквы чуть-чуть подсохнут, мы потом их приложим к поверхности. Посмотрим дальше. Вот внутренности, сами платы, на которых диоды размещены. Диоды 50 на 50, 60 штук. 60 штук на метр. Вот это композит.
это композит. Сзади видно алюминий. Торец пластик, спереди алюминий, сзади алюминий. Вот отверстие, это уже просверление, это отверстия просверлены уже под крепеж, под букву. Когда будем собирать, я покажу, как они друг в друга попадают. Это часть с светодиодами. Вот они остальные лежат тут. Сейчас покажем сами буквы. Буква подсохла. Сейчас я приложу. Вот у нас получается такой торец. Сейчас при освещении будет похоже, что буква соответствует по духу и по всему остальному, она похожа на место, куда ее собираются поставить. В краске тоже есть такие медные отливы. Это не краска, это на самом деле лак. Лак дорогой, но его нужно немного, поэтому в принципе в общей стоимости вывески он не сильно влияет. Честно, то будет это где-то вот так. Это у нас поверхность. Это у нас буква, это у нас поверхность. Под разным углом. Потом, когда поставим, я еще сниму, как оно смотрится на месте, на стене жилья. Пленка черная, обычный ротал, 141 см. Вот пленка внутри. Наклеена сверху на черное. Теперь из нее нарежется полоска. Этими полосками мы заклеим часть боковины буквы. Нижняя часть 15 мм. Так, мы заклеим. Тем самым. Потом покажем, что получилось. Ну, как буквы смотрятся без подсветки. Тем зеркальным эффектом. Зеркальная полоска лучше смотрится на световой. Okay, this is the conversation. Time to have a conversation. It's never what you wanna hear.
It's funny how much words can hurt you, even after all these years. I wanna make an observation about how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you,